Добрый день, а для кого утро или вечер? Осень, и мы начинаем долгожданную вторую часть нашего мегапроекта компании «АвтоСтронг» и Тунбай, и Бит, и Крашен. Напоминаем, что в первой части нашего проекта мы делали подвеску и всю ходовую часть нашего BMW. Сегодня мы будем разбираться с двигателем и коробкой передач. И для начала мы решили, что будет всем интересно узнать, сколько же лошадок осталось в нашей BMW. И мы приехали на Карвата 89 на СТО «Автотерапия», чтобы померить мощность на диностенде. Мы внимательно изучаем ваши комментарии, и во многих комментариях вы просите не упоминать так часто компанию «АвтоСтронг». Окей, компания «АвтоСтронг» подумала, и компания «АвтоСтронг» решила, что она будет меньше упоминать «АвтоСтронг» в видео компании «АвтоСтронг». И как на истинном спорткаре мы приехали на диностенд. Как все происходит? Для начала мы привязываем машину, затем специалист садится, выбирает передачу с самым прямым передаточным числом, разгоняет ее до отсечки, потом отпускает педаль, начинается свободный выбег, и в конце этого всего мы получаем графики мощности и момента. Кстати, вот эта вот штука для естественного охлаждения мотора. То есть, когда машина едет, воздух поступает с улицы, здесь у нас машина стоит, но разгоняется до максимальных скоростей. И вот эта штука помогает ее охлаждать. Вот так вот и меряется мощность на машине! Походу у нас не машина, а самолет. И вот мы получили первые графики. То есть у нас две шкалы. Одна шкала показывает, что у нас осталось 225 ньютон-метров крутящего момента. По заводу должно быть 245. И при 6000 оборотах у нас 160 сил. По заводу их 170. Когда тапка в пол, не все так плохо, но мотор поддымливает, подтраивает и не хочет нормально разгоняться. Поэтому будем решать этот вопрос. И сейчас мы едем куда? Правильно, решать вопрос по мотору. Но едем как? На эвакуаторе. Потому что наша машина не выдержала динамометрических нагрузок. Она просто не заводится. И вот именно так заканчиваются эксперименты с не очень хорошими моторами. А где брать хорошие моторы, вы и сами знаете. Правильно, хорошие моторы здесь, на Домбровской 15. Походу тележка в этот раз не прокатит, потому что мотор и коробка объективно сюда не влезут. Поэтому надо взять что-то побольше. И вот наш красавчик-мотор. И мы накачаем в нашу BMW немного объема. Из 523 мы сделаем 528. Так как мы будем менять не только мотор, но и коробку, и у нас на складе огромный выбор коробок передач, мы выбрали отличный 5HP19 для нашей BMW. Помните, что бэушные запчасти не только помогут вам дешево решить ваши дорогие поломки, но и позволят существенно омолодить ваш автомобиль. Смотрите, пробег нашего мотора 187 тысяч километров. Как вы думаете, какой пробег у коробки?
Правильно, 187 тысяч километров. 187 тысяч километров – это в 2 раза меньше пробег, чем у нас сейчас на BMW. А сейчас мы делаем доставочку на СТО. И помните, доставка у нас по Минску бесплатная. Вот так красиво мы доставляем, а СТО Евромотор выгружают. Дело осталось за малым. Осталось поменять только мотор и коробку. На самом деле мотор и коробка снимаются очень легко. Это старье мы укатываем и готовимся к установке наших более свежих мотора и коробки. Любым бэушным двигателям и коробкам нужны новые расходники. И мы отправляемся на шопинг. И мы оказываемся на Некрасова 73 и идем на 3-й этаж, 18-й павильон. Здорово. Добрый. Привет. Ребята занимаются корейцами и японцами и по блату достали нам запчасти для нашей BMW. Пакет у вас бесплатный? Конечно. Кстати, это не бэушные запчасти, а новые расходники. Можно еще один пакет? Так. Ну а мы погнали! Для замены двигателя не обойтись без новых расходников. Ребята с Некрасова с 3-го этажа павильона номер 18 предоставили нам практически все расходники. То есть это ремень кондиционера, ремень генератора, фильтр воздушный, фильтр салонный, здесь он двойной, топливный фильтр, масляный фильтр, масло в коробку. Для установки двигателя нам понадобится прокладка для поддона и гермет. А белорусский производитель моторных масел Лонзойл предоставил нам моторное масло, тормозную жидкость и жидкость для гидроусилителя. От души, вот душевно спасибо! Работать в таком виде у меня уже не получится, поэтому надо переодеться. Ну что, начинаем нашу установочку. Это наш мотор 2.8, но есть нюанс. Он с семерки BMW, E38 кузов. Чтобы его поставить на E39 пятерку, надо поменять поддон, маслоприемник, маслонасос и маслоотражающий щиток. Это все уже поменено, и оно с нашей пятерки BMW. Вы видите готовый результат. Чтобы установить поддон, нам надо новая прокладка и хороший гермет. Чтобы привести наше BMW в отличное состояние, надо немножко поработать ручками. Вид имеет. Еще на диагностике нам сказали, что у нас лопнула подушка двигателя. Поэтому, естественно, мы меняем ее на бэушную. 30 белорусских рублей. Только что нам доставили рейку из компании «АвтоСтронг». Мы ее немножко почистили, и она у нас просто в идеальном состоянии. Стоит 240 белорусских рублей. Делим на 2, получаем цену в долларах. Что мы сейчас будем делать? Будем приводить ее в идеальное состояние. Для этого нам нужны рулевые тяги, рулевые наконечники, пыльники, хомуты, 2 зажимных кольца и ключ на 32.
Одна сторона готова. Сейчас мы то же самое будем делать и с другой стороны. А рулевые наконечники мы поставим, когда рейка будет стоять на подрамнике. И вот такой блестящий результат мы получили. С рулевой рейкой вопрос решен, остался вопрос с гуром. Текли трубки, и он шумел. И только что со склада нам прислали гур в идеальном состоянии. Он чистый, не протекает и не шумит. Уже 4 часа утра, и мы видим, что двигатель поменять очень быстро и просто. Прям на раз, два, три. Двигатель занял свое место в моторном отсеке. Сейчас мы будем менять ремни, заливать жидкости, менять фильтра, то есть работать по расходникам. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Все очень чисто, сухо и красиво, прям как на конвейере. И всего этого мы добились с помощью БУ запчастей. Ponzoil, красавчики! — 5 утра, и мы закончили. Мотор есть. Вчера ж не было. Почему машина не на подъемнике? Мы работали 2 дня и 1 ночь. И так как на Евромоторе большой поток клиентов, нас попросили освободить подъемник. Поэтому запуск мы будем производить на улице. Только ты ее не заведешь сегодня. В смысле? Стартер не крутит. Она оживает. Медленно. Да! И мы все-таки завели машину. В следующей серии мы будем решать вопрос с блоками БУ и делать из нее реальную 528 BMW, то есть перепрошивать их. Также у нас будет полный кузовной ремонт и тест-драйв. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Помните, с вами была компания автостронг.